Всем привет, вы в Лего Гараже, с вами Егор. Сегодня мы возвращаемся к теме FG крузеров. Это самая первая версия FG40 короткобазный, который собран уже, не знаю, года 4 назад, наверное. Инструкция в свободном доступе на моем канале. О положительных сторонах самоделки говорить, наверное, бессмысленно, все их знают. Но позволю себе напомнить. Первое, это, конечно, трансформируемость кузова. То есть здесь снимается крыша, снимаются двери, рамки, он легко превращается в кабриолет. Дальше можно снять двери, и получится у нас вообще пляжный багги. Далее плюсы — это наличие функций дополнительных, таких как лебедка, плюс место есть еще для одного мотора. И можно сделать еще какую-то функцию, например, как у меня был ковш, отвал для уборки снега. Ну, само собой, есть подвеска, полный привод, все, что нужно. И куча модов, которых я собрал на базе основной модели. Я про них не рассказывал, но они были у меня в нескольких других видео. О минусах я никогда не говорил, хотя их тут много. И в первую очередь минусы связаны здесь с шасси. Именно по этой причине все другие модификации FG крузера, это и пикап, и длиннобазный, другие модели, я о них не рассказывал, никаких видео практически не снимал. Сейчас вкратце расскажу о шасси и о тех минусах, которые здесь есть. Первый минус и, наверное, самый основной минус — это передний мост. Во-первых, это выпадающие шестеренки из дифференциала. Это связано с тем, что у нас ось проваливается в разборные карданы, и у нас шестеренки выпадают. Решается это тем, что в шрусы можно положить какие-то там скрученные кусочки бумаги. Не суть важно, лего бумага это будет или не лего. От этого модель не становится, скажем так, грамотно собранной. Поэтому этот минус, он здесь есть. Либо же просто убираете дифференциалы, как на передней оси, так и на задней. Ставите здесь блокировку. Это уместно только если модель у вас какая-то легкая, без вот этого всего навесного оборудования, каркасов и даже желательно без крыши. Таким образом, легкий вес и заблокированные дифференциалы, это нам дает хорошую проходимость и надежность модели. Что, в общем-то, у меня показывал уже неоднократно Icon FJ40. Второй момент здесь — это люфт рулевой системы. Обусловлено это тем, что здесь рулевая система основана вот на такой тяге, которая, как в оригинальной машине, толкает колеса влево или вправо. Реализовано здесь это так для большей схожести с оригинальной моделью. Хотя, конечно, вот такой вот рычаг, который тянется всего лишь на пол ширины моста, он выглядит здесь как-то комично очень. Несмотря на наличие тяги Panhard, передний мост имеет небольшой люфт влево-вправо. Кроме того, сам рычаг рулевой, он также имеет люфт в шаровом соединении плюс соединении с сервомотором. Совокупность всех этих люфтов, а их здесь как минимум 4, дает нам вот такой вот невообразимый люфт. Ну, вообще никуда не годится, когда вы наезжаете на препятствие, у вас машина имеет паразитное подруливание. Это вот что касается рулевой системы. И вот этот факт, он мешает на машине участвовать на каких-то соревнованиях. Конечно, когда вы заблокируете дифференциалы, может быть, это не так будет критично, потому что поворачиваемость сама по себе все равно ухудшится. Но, тем не менее, вот эта рулевая система с люфтами, паразитное подруливание — это очень неприятный момент. Ну и вдобавок можно сказать, что сам угол поворота колес здесь не очень большой, не максимальный, какой может быть. Второй негативный момент — это толщина рамы. Так как здесь заложены места под дополнительные моторы, в частности с этой стороны и с этой стороны, один из которых задействован в лебедке, то у нас получается очень толстая рама, прямо такая толстая, что установленные здесь кресла, они сильно высоко находятся, нереально просто высоко. Если садить сюда масштабного человечка, то он просто будет головой далеко за крышу выходить. Поэтому на поздних моделях, которые в частности я делал также на заказ для иностранных каких-то товарищей, я делал раму тоньше, убирал моторы эти вот для лебедок и так далее. И тем самым у нас получался более реалистичный салон с более реалистичным расположением кресел. Это был второй минус. Третий минус здесь — тот факт, что сам FG крузер здесь полностью смонтирован на шасси, и невозможно его там несколькими какими-то движениями руки снять. Конструкция не модульная, поэтому какие-то модификации, чтобы здесь сделать, это надо очень сильно постараться, разбирая кузов с шасси. Тот же самый банальный лифт, чтобы поставить сюда колеса большего размера, тут сделать практически нереально без масштабных переделок. Поэтому я остановился здесь буквально на паре моделей, на Icon и на классической версии, и все. И на этом крест, остальные все модели я по сути разобрал. Но FG крузеры все-таки разных версий собрать хочется, поэтому подъехала версия 2.0.